Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня посмотрим с вами послание для вас из будущего от вас же. Что вы хотите себе передать, о чем, может быть, хотите себя предупредить из будущего. Послание для вас из будущего. Послание для вас из будущего. Первый вариант – послание для вас от вас же из будущего. Второй вариант. Или второе послание. Смотрите, кто выбирает полностью смотреть целиком расклад, пожалуйста, можно делать так. Тогда вы получите 3 послания, да, либо, может быть, они будут связаны между собой. Так, и третий вариант, третье послание из будущего от вас для вас. Так, выбирайте, пожалуйста, кто хочет выбирать, пожалуйста, выбирайте. Начну. Первый вариант. Послание для вас из будущего. Так. Такое серьезное что-то сейчас. Сейчас. А с чем это? Смотрите, здесь вам говорят о том, что вы сейчас не замечаете какого-то обмана, не хотите взглянуть в правде в глаза. Но с чем это связано? С чем это связано? Не видите какого-то обмана. Закрывайте на это глаза, прям отворачивайтесь, не хотите поверить во что-то. Не хотите поверить во что-то, либо вы действительно настолько погружены в какую-то деятельность, что вы не замечаете обмана какого-то. Сейчас. Смотрите, здесь... Нет, это карта, да? Иллюзии. Ну, какие иллюзии? Смотрите, какой здесь момент. Вот может быть такое, что вы как будто бы не замечаете правды какой-то, очень важной для вас. Может быть в том, что ваша стабильность, ваша надежность, она не является таковой. Какая-то ваша материальная устойчивая база, она не является, к сожалению, таковой. Смотрите, это как-то связано с вашими чувствами, с вашей деятельностью, с вашей работой. С тем, что вы... Может быть, обман заключается в том, что вам не нужны отношения, что вам не нужна чувство, любовь. Вы от этого закрываетесь. У кого-то это говорит о прошлом тяжелом опыте, да, о сложном опыте. Либо о том, что вы считаете, что это как-то утяжелит ваш путь, вашу деятельность утяжелит. Не хотите вы погружаться в какие-то отношения. Вы сейчас находитесь в обмане того, что вам не нужна любовь, не нужны отношения, потому что для вас в приоритете какая-то ваша деятельность, ваша работа. Очень сложно было разобраться, честно, я вам скажу, я вообще запуталась, что к чему здесь вышло, да.
Но вот пошел этот момент понимания, осознания, так скажем. Вот это ваша стабильность, которую вы зарабатываете, да, вот эта вот пентаклевая сфера, когда вы трудитесь над тем, чтобы создать себе какую-то стабильность, именно материальную, да, она и является ложной для вас, иллюзорной для вас. То есть, когда вы по итогу, может быть, у вас все и хорошо в этой сфере сейчас, но ваша душа, она нуждается в чувствах, нуждается в любви. Это, скорее всего, будет момент именно для одиночек, именно для тех, кто сейчас находится в одиночестве, кто занят своей деятельностью, своей карьерой очень серьезно и глубоко. У кого здесь, в принципе, все получается довольно-таки неплохо, но возникают моменты того, что у вас появляется влюбленность, появляются какие-то люди, да, с которыми вы могли бы построить отношения, но вы отворачиваетесь снова и снова от этого момента. Здесь вы говорите себе о том, что это все будет для вас сложным. То есть вот ваш заработок, не то что заработок, вот это вот ваша именно земная, так скажем, сфера, и то, что вы именно погружены именно вот в это направление, и никак не уделяете времени, либо закрываетесь максимально от сферы отношений, чувств, эмоций, это для вас вредно, это для вас нехорошо, это вам вредит. Это вам вредит. И понимаете о чем? О том, что вы будете потом, здесь вот не вышла карта о том, что вы будете разочарованы, но это же послание от вас из будущего, о том, что значит вам нужно обратить внимание на сферу отношений, на сферу чувств. Это сейчас будет для вас важно, а вы уходите от этого момента. Но к вам идет любовь, понимаете? Вот к вам спешит любовь, не уходите от нее, не прячьтесь. Она для вас, для будущего нужна. Нужна она по справедливости вам идет, чтобы поменять очень многое в вашей жизни, изменить многое и убрать все то, что не нужно, то, что мертво из вашей жизни. Если есть момент того, что кто-то переживает, как обычно у меня просто в раскладах эта тема прямо вот часто всплывает, того, что кто-то переживает, что любовь помешает карьере. Здесь говорится опять о том, что это будет поддержка. Это будет поддержкой наоборот. То есть, вот чувства идут, любовь идет, нужно принимать это в вашу жизнь. Не отворачивайтесь, пожалуйста, не бегите, не будьте холодны. Не будьте холодны, это будет ранить ваше сердце. Вот холодность и вот этот вот бесконечный заработок, бесконечный только лишь погружение вот в эту сферу. Оно очень сильно ранит вашу душу, ранит ваше сердце, делает вас черствым. Не нужно быть настроенным к чувственной сфере, то есть в штыки все воспринимать. Это вам необходимо. Вы должны быть гармоничным человеком, в котором все в гармонии, в котором все в балансе. И земная часть, да, материальная часть, и духовная часть. Сфера чувств, сфера любви. Здесь все должно быть в гармонии, в балансе. Тогда ваша жизнь будет полна. Вот такое здесь послание. Благодарю вас за просмотр. Так. Второй вариант. Послание для вас из будущего от вас же. Сейчас у меня уже нарисовалось кое-что, но я все еще, да. Ну, в общем-то, да. Смотрите, здесь, в общем-то, такое послание. Вас просят выходить из какой-то изоляции, из какого-либо
затворничества, одиночества. Не бойтесь перемен, не бойтесь нового этапа вашей жизни, не бойтесь проявляться ярко, интересно и активно. То есть какие-то действия серьезные, активные предпринимать, уверенности вам нужно больше. Ну, как бы она у вас есть, просто вы ее прячете, да, прячете, пытаетесь закрыться как-то от всех. Вот здесь вам говорят о том, что ну, пора, пришло время перемен, пришло время того, что нужно принимать какие-то активные действия, активные шаги. Очень сейчас хороший, удачный момент, который вам нужно, за который вам нужно ухватиться, чтобы выйти, да, вот из этого состояния затворничества, такого закрытости. Может быть, это касается какого-то именно расширения ваших границ, расширения вашей деятельности, расширения вашего общения с другими людьми. Также здесь может это быть. То есть время перемен в вашей жизни в любом случае сейчас идет, и больше вам не удастся, так скажем, прятаться. Ну, вот так. Не удастся вам прятаться. Смотрите, у каждого здесь будет своя скорость продвижения, так скажем, по расширению коммуникации, общения, расширению вашей деятельности, допустим, роста, да, вот если вы чем-либо занимались в каком-то узком маленьком кругу, то здесь будет расширение. Вам нужно расширяться. То есть вы хотите себе передать, что нужно идти в большее, расширяться как-то, больше прикладывать усилий для того, чтобы как-то работать уже не на какую-то маленькую аудиторию, а уже на большое количество людей. То есть расширять, может быть, свой бизнес, расширять свои границы, расширять свое общение с другими людьми, коммуникации какие-то. Вот. Чтобы вы не боялись конкуренции. Вот здесь о том, чтобы вы не боялись того, что будете восприняты как-то в штыки. Вот. И у каждого здесь о том, что у каждого, конечно, будет своя скорость продвижения. Кто-то пойдет медленно, осторожно и аккуратно, а кто-то, наоборот, действительно очень быстро продвинется в какой-то вашей деятельности, может быть, в общении, в налаживании связей. Здесь будут очень быстрые перемены. Но в любом случае это к лучшему. Расширение для вас необходимо. Выходите из тени. Вот такое послание здесь для вас из будущего. Выходите из тени. Пришло время, пришла пора выходить из тени. То есть если вы совсем ничего не делали, боялись как-то проявить себя, свои таланты, то начинайте что-то делать, начинайте делать первые шаги, начинайте раскрываться. Открывайте какое-то свое дело, какое-то свое, к чему у вас лежит дышать, где вы одарены, где вы хотите действовать, да? Вот направляйте туда внимание, свою энергию и, в общем-то, начинайте уже конкретные шаги предпринимать. Если же вы уже работаете по сфере своих каких-то талантов, так скажем, да, вы раскрываетесь, вы развиваетесь, у кого-то какой-то свой бизнес, у кого-то какие-то свои, может быть, каналы, может быть, у кого-то, я не знаю, какая-то помощь другим людям, да, здесь, может быть, то здесь вам говорят о том, что расширяйтесь, делайте больше и для большей аудитории, то есть и еще вот о чем. Если кто-то, допустим, долгое время был в одиночестве, не хотел общаться ни с кем, то есть полностью вам не нужно было общение с другими людьми, коммуникация с другими людьми, вы не хотели никакого общения вообще видеть, то здесь вам говорится о том, что сейчас другие люди вам необходимы. Связи, которые будут приходить, они вам нужны. И вам на пользу пойдет общение, разговоры, встречи. Это будет для вас очень полезно. Поэтому не прячьтесь, не закрывайтесь, а общайтесь. Вот это особенно для тех, кто был просто закрыт. Допустим, если даже вы не хотите как-то проявляться, что-либо делать, создавать, развивать какой-то свой бизнес, то здесь просто, и вы просто, допустим, были как затворником таким, да, то здесь вам говорится о том, что вам сейчас нужно больше общаться, и будут со стороны люди приходить, которые будут хотеть вашего общения, не закрывайтесь от них. Вот такое вот здесь послание для вас. Благодарю вас за просмотр. Так, и третий вариант. Послание для вас от вас же из будущего. Это было хорошее, зачем эта карта вышла, о чем она?
Смотрите, здесь о том, что как бы, знаете, если вы вдруг сейчас находитесь в периоде очень сложном, тяжелом, если у вас какие-то потери, если у вас какие-то разочарования, если какие-то душевные, так скажем, потери, раны, да, то здесь о том, что вы преодолеете этот момент, вы преодолеете, вы сможете, и наступит, так скажем, знаете, вот здесь как будто бы вы приободряете себя, что наступит момент счастья, наступит момент успеха, радости. Не стоит думать, что это навсегда с вами останется. Вы очень сильны, вы преодолеете все сложности. Если эти сложности касаются именно вашей деятельности, если вдруг какие-то препятствия возникли на пути того, чтобы вы на пути к вашей мечте, к вашему желанию, к вашей реализации какой-либо, то здесь говорится о том, что вы с легкостью преодолеете эти препятствия. Не сомневайтесь и не дайте им себя остановить. У кого-то здесь это момент такой тяжелый, касается того, что кто-то связан с расставанием, допустим, да, то говорится о том, чтобы вы не фокусировались на этом моменте, вы его преодолеете, и у вас ждет впереди новое чувство, новая любовь, новые отношения, новый этап вашей жизни. Не стоит закрываться от новых чувств. Если к вам вдруг идут новые чувства, новая любовь, не стоит от этого закрываться и переживать о том, что вам снова будет больно. Да, вам снова будет больно. Не нужно от этого закрываться и пытаться это преодолеть и как-то победить в себе какую-то, может быть, новую любовь. Это очень здесь, знаете, такой большой поток идет не именно вот конкретный, да, а вот по каким-то мелким вот таким вот раскрытиям, видимо, много ситуаций сюда подойдет. Либо люди с абсолютно разными болезненными точками сюда притянулись на этот вариант, где у кого какая боль, да, у кого какое препятствие, у кого-то с отношениями, с расставанием связано. Здесь вам говорится о том, что эта боль пройдет, и когда придут в вашу жизнь новые отношения, не закрывайтесь от них, потому что они не сделают, то есть это будет совершенно другой опыт. Не нужно будет от него вам закрываться, это будет новый этап в вашей жизни. Вот. Если для тех, у кого вы какую-то цель перед собой поставили, какие-то препятствия возникли, и вы вдруг затормозились, либо вы боитесь не справиться с этими препятствиями, с этими какими-то неудачами, то здесь говорится о том, что вы с легкостью их преодолеете, очень легко их преодолеете, у вас все получится. Понимаете, да, но все-таки есть моменты того и того, как я уже сказала, да, что и момент отношений, и момент того, что вы идете к какой-то своей цели, и какие-то препятствия вдруг перед вами выросли. Смотрите, здесь, если болезненные чувства, потери о прошлых каких-то отношениях, то здесь вам просто нужно поставить на этом точку и закрыть туда дверь. Это, конечно, не так легко, да, как кажется, но вот после того, когда вы уже откажетесь полностью от этого прошлого, да, вам станет намного легче, и новые энергии в вашу жизнь войдут. Новые энергии, которые привнесут в вашу жизнь свет, любовь, новое наполнение. Но, опять же, только лишь после того, когда вы перестанете терзаться чувствами по поводу какой-то потери из прошлого, вот именно в любовной сфере, если мы смотрим. Если же здесь момент того, что вы идете к какой-то цели, вы идете к какой-то мечте, вы над ней работаете, вы в нее вкладываетесь, но вдруг возникли какие-то неудачные моменты, либо препятствия, которые вам кажется, вы не сможете преодолеть, то здесь, в принципе, говорится о том, что будьте увереннее в себе, будьте более решительны, и в общем-то, как будто бы вы обладаете всеми необходимыми знаниями, всей информацией, которая вам поможет преодолеть вот это препятствие. Возможно, говорится о том, что вы такое препятствие вообще на самом деле может быть казаться только лишь большим. Но на самом деле оно преодолевается очень легко и просто. И преодолев это препятствие, у вас идет, то есть продвижение, рост к вашей мечте, да, то есть вы идете уже
более налегке, и вы видите результаты и успешные ваши шаги, да, вот так вот. Как будто бы вот после преодоления вот этой вот болевой точки у вас большая перемена идет. Как я уже сказала, что в сфере личной жизни, что в сфере какой-то деятельности, какого-то достижения вашего. Но вот эту вот точку, вот эту вот болезненную, ее нужно преодолеть. Она такая вот будет такая загвоздка, да, которая будет пытаться вас держать вот на этом всем. Как ее преодолеть? Ну, в любом случае, смотрите, не ждать ничего от прошлого, это однозначно. Здесь говорится, не ждите ничего от прошлого. Не нужно в ожиданиях находиться. Это первое. Уходить от ожиданий, уходить от того, что вы оставляете какой-то шанс прошлому вернуться. Если это об отношениях. Не оставляйте никаких шансов на возвращение никому. Особенно здесь это касается треугольных ситуаций, да, у кого были такие моменты. То есть как только вы полностью откажетесь от ожидания возвращения чего-то из прошлого, ваше сердце будет излечено. То есть это об этом. Теперь о достижении. Если идет достигать чего-либо, и у вас здесь какая-то получается загвоздка, да? Знаете, здесь, во-первых, у вас опыт знания есть по этому вопросу, по вашей цели, да, то есть опираясь на свой опыт, опираясь на свои знания, на то, что вы уже прошли, на то, что вы уже преодолели, какие трудности вы прошли, вы здесь, в общем-то, и вот это вот нужно вспомнить. Это даст вам сил, это даст вам сил. И все-таки здесь идет момент того, что вы как-то информативно владеете очень хорошо ситуацией. То есть, как бы это правильно сказать-то, нужны необходимые знания для достижения вашей цели, для достижения вашей мечты. Они уже у вас есть, вы уже их приобрели. То есть вот будьте уверены, да, так скажем, в своих знаниях и идите вот, опираясь на них. Как-то так. Да, вот как будто бы страх вот этот ваш побеждает уверенность. Ну что здесь? Это стандартно. И смотрите, здесь еще о чем. Вспомните, если это о достижении вашей цели, вот как вы идете к этой цели, да, вот вам какое-то препятствие возникло. Здесь говорится о том, что вспомните, как вы выросли. Вспомните, как вы выросли. Вспомните, с чего вы начинали и чего вы уже достигли сейчас на пути вашем. Чего вы достигли. Это, то есть вот эти воспоминания, они дадут вам новых сил, новой уверенности в себе, да, вот вы воспрянете духом, чтобы преодолеть вот этот вот момент такой вот загвоздки такой нехороший, который возник у вас. Вот, поэтому здесь о чем вы себе говорите? О том, что вы в любом случае с легкостью можете преодолеть какое-то препятствие, которое сейчас перед вами возникло. Либо это любовная сфера касается, либо это сферы вашей какой-то деятельности, вашего движения к вашей цели идет, да, к вашему достижению. И в любом случае вы это легко преодолеете, у вас все получится, да, но не стоит сомневаться в себе, это первое, это для достижения цели. И не стоит пытаться оставлять какие-то шансы прошлому. То есть закрыли туда дверь, закончилась эта история и все. Больше туда вы не возвращаетесь, да? Тогда и излечитесь быстрее. Вот так вот. Здесь такая позиция. Благодарю вас за просмотр. Немножко запутанная позиция получилась. Не знаю, вообще понятно будет вам или нет. Ну, как вышло. Спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы провели его со мной, за ваши комментарии, за лайки, за подписки. Благодарю вас от всей души. И до новых встреч.